Приветствую всех любителей футбола. Рассмотрим матч квалификации второго раунда. Две встречи из Лиги чемпионов и одна игра квалификации Лиги конференций. Ну, давайте начнем с Лиги конференций. Команда Зира против команды Хайдук, Азербайджан против команды из Хорватии. Ну, по поводу Зира, они провели товарищескую игру против Карабаха, уступили 4-0. Внутреннего чемпионата сейчас нет, поэтому тяжело говорить, в какой готовности, в каком состоянии команда находится. По Хайдугу немножечко попроще, потому что они больше товарищеских матчей провели, плюс в составе довольно-таки хорошие исполнители. Хайдук в целом, да, у себя внутри чемпионата играет очень достойно, там наравне с Динамо Загребом, например. Вот, и в тех матчах, которые были сыграны, там против Ласка, по суше, Радомилье или ЦСКА Софии, во всех матчах Хайдук забивал. Я думаю, что первая игра, может быть, не будет супер, скажем так, интересный, там, мега результативный, но 1-2 гола от Хайдуга я ожидаю, ну и, возможно, Зира сможет один гол тоже забить, то есть счет 1-1, возможно, 0-2, 1-2, вот у меня в голове рисуется. Отсюда вытекает ставка, как Хайдук не проиграет, тотал будет больше 1,5, коэффициент 1,82. Далее переместимся уже к матчам Лиги чемпионов. Шелбурн против команды Карабах. Вновь команда из Азербайджана Карабах сыграет против команды из Ирландии. В целом Карабах стартует со второй стадии, поэтому тут отталкиваться можно только по товарищеским матчам против РБ Зальцбурга, против Твенте, против Металлиста, против Зиры как раз таки. И во всех матчах команда забивала, и даже при том условии, что они не все матчи победили, но самое главное, что забивали. Но команда Шелбурн слабоватенько, если честно, себя показали в матче против Линфилда. Если против Линфилда играли, им было очень тяжело, то о чем может быть речь, если Карабах команда, которая, я уверен, дойдет до групповой стадии, может быть, не Лиги чемпионов, но Лиги конференций точно. Вот, поэтому здесь, в этом матче, мне видится, что Карабах пройдет дальше, а первая игра это будет победа для них. Тотал больше 1,5 за коэффициент 1,86. Ну и остается матч интересный по вывеске Бран против РБ Зальцбурга. Здесь давайте скажем о том, что команды не играли с первого раунда, стартовали не с второго. РБ Зальцбург не так давно играл на клубном чемпионате мира, и там неплохо себя показали в матче против Пачуки, Аль-Хиляля, но крупно уступили команде Реал Мадрид 0-3. Что касаемо подготовки именно к старту Еврокубков, то провели матч против Карабаха, победили и 1-2 уступили Дерби Каунти. Но самое главное, что РБ Зальцбург продолжает оставаться командой атакующей, которая создает много моментов. Отсюда, я думаю, что в первой встрече преимущество у них определенное перед Браном будет, даже при том условии, что Бран сейчас выступает во внутреннем чемпионате, но у Брана не все так стабильно, то есть результаты здесь от поражений от Осло, да, 2-0 до, например, есть победа над Викингом 3-1, и все это умещается в 5 последних туров. Поэтому, как бы там ни было, я думаю, что в первой встрече РБ Зальцбург создаст больше моментов, будет больше возможностей. Отсюда вытекает такой вариант ставки, как Зальцбург не проиграет, тотал будет больше 1,5 за коэффициент 1,68, а там посмотрим, возможно, все решится именно в домашнем матче для Зальцбурга. Здесь тоже счет в голове рисуется такой, как 1-1. Вот, ваш счет, ваше мнение, ваши мысли всегда приветствуются в комментариях. Обязательно делайте это, оставляйте комментарии. Всем удачи!